Президент взорвал зал, историческая речь, жесткий разнос союзников под аплодисменты. Это выступление заполнят надолго, вы тоже должны это слышать. Мгновенная реакция, операция в открытом море, корабли НАТО задержали российское судно, дело идет к скандалу. Ситуация критическая, раньше самолеты падали, а теперь отказываются взлетать. Российская авиация бьет рекорды, под угрозой миллионы россиян. Армия резко меняет тактику. Секретное оружие Путина. Ракета-зомби бьет по Украине. Что это такое и почему так жутко? Об этих и других самых главных событиях. Утро пятницы, 23 января. Спасибо, что вы с нами вместе. Отделяем важное от шума. Я, Алексей Бурлаков. Это «Нехта». Начинаем прямо сейчас. Жесткое выступление президента Украины на форуме в Давосе. Как встретили его слушатели, которых он фактически обвинял в бездействии. Европа опять живет в дне сурка. Владимир Зеленский жестко прошелся по лидерам ЕС и сказал, год назад он предупреждал, что Европе надо уметь защищать себя. Тут прошел год, а ощущение, что ничего не изменилось. Он добавил, все смотрят на Гренландию и будто бы ждут, что Америка остынет. А если не остынет, что тогда? И в принципе, почему только США могут устанавливать российские незаконные танкеры с нефтью? Россия, напомнил президент, легко может решить перейти к агрессии и против Европы. Мы видим войну онлайн, мы видим реального врага, мы видим наши потери и российские потери. Потери России сейчас наибольшие за всю историю. Делюсь с вами реальной статистикой. 35 тысяч убитых в месяц, 35 тысяч солдат. В прошлом году в это время было около 14 тысяч. Россия об этом не думает. А мы думаем. Мы думаем о том, как они проигрывают и сколько солдат теряют. Мы знаем, что они мобилизуют 40 тысяч, 43 тысячи в месяц. И они начинают терять 35. Если бы Европа помогла Беларуси в 2020 году, Орешник бы сейчас оттуда не угрожал европейским столицам. И дальше удар в лоб с черным юмором. Зеленский заявил, если российские корабли свободно ходят вокруг Гренландии, Украина может помочь, и они могут утонуть там так же, как тонули у Крыма. Он потребовал меньше разговоров и больше действий, давить теневой флот и не строить безопасность на вере, что НАТО и США обязательно вмешаются. Зал стоя аплодировал украинскому президенту. Не успел Зеленский договорить свою речь о том, что не только США должны задерживать танкеры теневого флота РФ, но и Европа тоже, как его французский коллега рапортовал в X о том, что военно-морские силы один такой корабль встретили недалеко от своих берегов. Сегодня утром ВМС Франции взяли на абордаж нефтяной танкер, прибывавший из России, подпадающий под международные санкции и подозреваемый в том, что ходит под ложным флагом. Операция была проведена в открытом море в Средиземноморье при поддержке нескольких наших союзников. Судно было перенаправлено и начато расследование. Новое секретное оружие Путина или какой-то монстр, собранный из подручных материалов? РФ запускают по Украине то, что может шокировать. Ракеты-зомби — это уже не метафора, а, похоже, новая тактика. Об этом пишет издание The Telegraph. В ночь на 20 января во время массированного удара по Украине войска РФ, вероятно, впервые применили учебные ракеты РМ-48У, имитаторы целей для тренировки ПВО. Их называют ракетами-зомби, потому что это переделанные старые ракеты, уже снятые с вооружения. Они могут нести нагрузку примерно 133-180 килограммов, но для ударов по земле, вероятно, слишком неточны. Зато есть другой эффект. Такими приманками можно нарастить число атак и заставить Украину тратить дорогие ракеты ПВО. Сообщается, что одна такая ракета смогла прорвать оборону, но до сих пор не ясно, была ли там боевая часть или это была чистая ловушка. В ту же ночь Киев атаковали баллистикой, дронами, в городе слышали взрывы, фиксировали перебои со светом и водой. Трамп торжественно запустил свой Совет мира, но картинка вышла показательная. На церемонию пришли представители менее 20 стран, и среди них не оказалось ни одного крупного европейского союзника США. Изначально эту структуру задумывали как надсмотрщика за восстановлением Газы после войны Хамаса и Израиля, но устав не ограничивает Совет одним регионом. Трамп заявил, что Совет будет продвигать мир в широком смысле и сотрудничать с другими организациями, включая ООН. Состав тоже говорит сам за себя. Трамп
Трамп при этом отдельно сыграл на самолюбии гостей, назвал их звездами, добавил, что лидеры в большинстве случаев очень популярны, а некоторые не такие популярны. Еще один штрих: реальных участников оказалось еще меньше, чем цифры, которые ранее звучали в его администрации, говорили примерно о 35 странах. Контекст этой истории уже давно выходит за пределы Газы. Financial Times писала, что США предлагают расширить формат на Украину. Bloomberg сообщала, что за постоянное членство хотят взнос по $1 миллиарду. Украину, по данным источников, тоже пригласили, а Зеленский говорил, что дипломаты прорабатывают приглашение, но сложно представить участие Украины в Совете вместе с Россией и Белоруссией. Эпоха сверхдержав звучит как геополитика, но пахнет угрозой. Канцлер Германии в Давосе заявил: старый мировой порядок разрушается с поразительной скоростью, и мы входим в мир, где решает сила. Самый драматичный пример — захватническая война России против Украины. Но, по словам Мерца, сдвиг глубже. Китай уже в клубе сверхдержав, а глобальное лидерство США оспаривают. Мы вступили в эпоху политики сверхдержав. Международный порядок последних 3 десятилетий, основанный на международном праве, всегда был несовершенным. Сегодня его основы пошатнулись. Мерц предупредил: мир, где работает только кулак, опасен сначала для малых стран, потом для средних и в итоге для больших. И добавил самое жесткое: напомнил о взлете нацистской Германии и сказал, что говорит это нелегкомысленно. Цитирую: «В 20 веке моя страна пошла по этому пути к горькому концу». Конец цитаты. В ЕС призывают таки решиться на этот шаг и принять страну в блок. Украину в ЕС как можно быстрее. Еврокомиссар по расширению напомнила: Киев уже выполнил 63 из 68 реформ. И добавил простой аргумент на пальцах: Польша после вступления в 2004 году утроила экономику. Чем качественнее реформы, тем больше доверия у бизнеса и тем быстрее приходят иностранные инвестиции. Европейский Союз – это мирный проект. В Европе были войны. Также в моей стране, а позже в Хорватии, Боснии и так далее. Но никогда на территории Европейского Союза. Именно поэтому мы примем вас как можно скорее. Так что это огромный успех. Мы здесь, чтобы просить и требовать. Но это лучший путь, ведь мы можем сделать все вместе. Огромная, но тихая помощь партнеров. Норвегия тихо подкинула Украине то, что реально спасает жизни, когда летит все подряд. Осло передало значительное количество ракет для ПВО «Насамс», чтобы система продолжала прикрывать страну от постоянных ударов РФ. По программе Нансена на гражданскую и военную поддержку Украины в 2026 году было выделено 85 миллиардов норвежских крон. Мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе, с которой она сталкивается. Ракеты поставили быстро, вместе с США и партнерами, на критическом этапе. «Насамс» — это мобильная система ПВО норвежской и американской компании, которую Украине уже передавали США, Канада и Литва, и она уже показывала эффективность против российских ракет. Новая идея для Украины. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания для Киева беспошлинной зоны, которая могла бы стать толчком для развития промышленности в условиях послевоенного восстановления. Об этом заявил спецпредставитель США Стив Уитков во время мероприятия Ukraine Breakfast на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Представьте, что вы можете обогнать конкурентов, потому что не платите пошлины при поставке товаров в США. Президент говорил о беспошлинной зоне для Украины. Думаю, это могло бы кардинально изменить ситуацию. По его словам, такая модель позволила бы бизнесу размещать производство в Украине и получать конкурентное преимущество на американском рынке благодаря отсутствию пошлин. Уитков также предположил, что в случае реализации этой идеи в Украину могли бы массово перемещаться промышленные предприятия. Война еще не остановлена, а генплан для Газы уже есть. И это говорит не архитектор, а зять Трампа. Джаред Кушнер заявил, что у команды есть генеральный план, и его будут внедрять поэтапно на Ближнем Востоке. Мол, города на 2-3 миллиона жителей там строят за 3 года, значит и здесь все осуществимо, если просто взять и сделать. Мы хотим изменить ситуацию, при которой 85% помощи Газе и 85% ВВП Газы составляла гуманитарная помощь. Это не дает людям достоинства, это не дает им надежды. Поэтому мы хотим использовать принципы свободной рыночной экономики. Многое из того, о чем президент Трамп говорил, мы хотим принести с тем же мышлением, с тем же подходом в такое место, как Газа, чтобы дать этим людям возможность иметь хорошую жизнь.
Но есть нюанс. Кушнер одновременно видит много людей, которые пытаются разогнать эскалацию и просит их успокоиться на 30 дней. Говорит, война закончилась и зовет работать вместе ради мира между Израилем и палестинским народом. Опять дым из двигателя, и на этот раз вылет в Москву закончился еще на взлете. В Магадане у Boeing 747 авиакомпании «Россия» возникли проблемы с двигателем. По данным издания ШОТ, случился помпаж. Самолет повело влево, и он выкатился за пределы полосы. На борту было 338 человек, 9 детей, никто не пострадал, но аэропорт «Сокол» после инцидента закрыли, рейс перенесли, а из Шереметьево уже гонят замену. И это уже третий похожий случай за эту зиму у российских перевозчиков. Идут проверки сразу у нескольких ведомств. А новая газета «Европа» со ссылкой на авиаинцидент пишет, в 2025-м инцидентов стало в 4 раза больше, чем в 2024-м. Более 800 случаев неисправностей, из-за которых рейсы отменяли или прерывали. Историю связывают с санкциями, введенными после начала войны против Украины. А в прошлом выпуске мы рассказывали о главной встрече в Давосе и первых деталях переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Также говорили о том, что до мира будто бы остается один шаг, но переговоры снова зависли на грани срыва. Отдельная история из глубокого тыла. Войска остались без командующего. Прогремел взрыв, и до сих пор не ясно, что это было. Диверсия противника или разборки своих. Плюс мы разобрали судьбу российских активов. Речь идет о гигантских суммах и новых возможностях. И главное, кому они в итоге могут достаться. Если вы еще этого не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.